Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Сколько продлится золотой дождь из нефтедолларов после начала войны на Ближнем Востоке? В ОАЭ горит газоперерабатывающий завод «Хабшан». В Кувейте потеряли порядка 800 тысяч баррелей в сутки нефтедобычи. И такие новости происходят практически каждый день. А, ну, сколько времени потребуется ближневосточным странам, чтобы хоть как-то восстановиться и обрушить цены на газ и нефть обратно? Давайте начнем с того, что прежде чем восстанавливаться, нужно сначала останавливаться. То есть, соответственно, нужно, чтобы закончилась вот эта мясорубка в Ормузском проливе, чтобы Трамп наконец, как он себе это видит, победил. Иран был забомблен в каменный век, Ормузский пролив открыт и свободен для судоходства, Трамп взял контроль над иранской нефтью так, как он раньше взял контроль над венесуэльской и начал торговать ею по рыночным ценам по всему миру. Вот когда такая идиллическая картина наступит, вот только тогда начнет восстанавливаться ситуация. Однако пока не видно ничего из того, что я перечислил, ни одного из пунктов плана Трампа пока не достигнуто. Ну, как, иранская нефть на рынок-то поставляется. Другое дело, что торгует ею не Трамп, а по-прежнему Иран, причем объемы экспорта увеличились. Иран зарабатывает порядка 160 миллионов долларов каждый день на экспорте своей нефти, и плюс ко всему зарабатывает еще немножечко на пропуске танкеров через Ормузский пролив за денежку. Так что пока Трамп только тратит, и тратит он достаточно серьезно, потому что вот по состоянию, по-моему, на прошлую неделю вся вот эта военная операция уже обошлась в 25 миллиардов долларов, и это только с военной точки зрения. С фондового рынка улетело порядка триллиона долларов. Ну и сейчас постепенно обчищаются карманы тех же самых американцев, которые платят налоги за то, чтобы Трамп резвился в Ормузском проливе. По-моему, порядка 84 миллиардов лишних заплатили американцы за топливо из-за роста цен. Ну а что касается роста цен, то для них некой психологической отметкой является $3 за галлон. Бензин улетел уже далеко за $3, а в солнечной и богатой Калифорнии он приближается к пятерке за галлон, что реально ужасает потребителей. Ну, а дизель лезет уже куда-то в сторону 8, что вообще ни в какие ворота не лезет. Соответственно, чтобы восстановить все вот это вот благолепие, которое царило раньше, это профицит на рынке нефти, нефть по 60, чего бы так хотелось тому же самому Трампу и Международному энергетическому агентству. Прежде всего нужно, чтобы прекратились боевые действия и хотя бы освободился Ормузский пролив. С этим же есть определенные сложности. Помимо того, что продолжается фактически война в заливе, даже после того, когда боевые действия закончатся, все равно долгое время Ормузский пролив будет восстанавливать, что называется, свою репутацию. Потому что примерно подобную модель мы видели с другой стороны Аравийского полуострова в Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Красное море с Аравийским морем. И через этот пролив идут и танкера, и газовозы, и контейнеровозы, и другие суда, потому что это фактически главный путь и самый короткий из Европы в Азию, через Суэцкий канал, через Красное море и далее, далее, далее в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот, собственно говоря, хуситы, вот эти воины в тапочках, которых бомбили ракетами «Томагавк» и «Патриот» все прошлое лето. Так или иначе, они продолжают периодически огрызаться и чем-то бахать в сторону Израиля, и в том числе в сторону судов, которые проходят через этот пролив. Дело в том, что судовладельцы люди мирные, у них нет вот такого вот
отчаянного там какого-то настроя или приказа, как у военных. Их задача зарабатывать деньги. И, соответственно, прежде чем отправить свое судно с чужим грузом через вот такие вот опасные воды, они должны 100 раз подумать и застраховать свой груз, причем за большие деньги, потому что страховые премии выросли до каких-то космических высот. Плюс ко всему на этом фоне выросла стоимость фрахта там, с 100-150 тысяч долларов в сутки до 500 тысяч долларов в сутки. Ну и, соответственно, стоимость судна, зарплата морякам, то есть все это, в общем, ну, живые деньги, потому что тот же самый супертанкер типа VLCC, в который вылезает порядка 2 миллионов баррелей нефти, он стоит 120 миллионов долларов на минуточку. Ну и попробуйте прикинуть, сколько будет стоить 2 миллиона баррелей нефти при нынешней цене хотя бы в $100 за баррель. То есть потерять вот это вот все, даже несмотря на наличие страховой премии, это больно. Это больно не физически, а это болезненный удар по кошельку. Поэтому прежде чем судоходство восстановится, необходимо получить какую-то уверенность в том, что там все тихо, спокойно и такого больше не повторится. А гарантии никто дать не может, потому что если мы, например, возьмем Венесуэлу в качестве примера, то там, по большому счету, режим просто продал своего главаря за ковришки, ништяки и возможность дальше осуществлять свою деятельность. То есть там фактически была договоренность. Ну и для Венесуэлы не стоял вопрос жизни и смерти. То, что происходит сейчас в Иране, для Ирана, собственно говоря, действительно вопрос выживания страны, поэтому биться они будут насмерть. Это во-первых. Во-вторых, после того, как все завершится, совершенно не обязательно, что все успокоится. Опять же, помни хуситов. Уж сколько по ним стреляли с авианосцев американскими ракетами, но тем не менее замерить и успокоить окончательно их не смогли. Иран это вообще, в принципе, такая пороховая бочка, потому что там есть власть светская, власть религиозная, причем она религиозно-военная, достаточно фанатичная, и, соответственно, предполагается, что для того, чтобы лишить их власти и возможности управления страной, их нужно убить всех. Что, собственно говоря, на что Трамп и намекнул насчет забомбить Иран в каменный век. Ну, я напомню, что еще и в Ираке существуют проиранские повстанческие организации, поэтому, скажем, победить Иран, там, убив большую часть верхушки КСИР и заявить, что все успокоилось, ну, наверное, будет слишком оптимистично. Поэтому Ормузский пролив еще долго будет опасным местом для судоходства, что будет влиять и на стоимость доставки, и, соответственно, на стоимость нефти. Идем дальше. Иран действительно очень энергично отбивается, нанося удары по нефтегазовой инфраструктуре региона, причем достается всем направо и налево. Кстати, вот из-за вот этих ударов направо и налево Ирак сократил добычу с 4,5 миллионов баррелей в сутки до 1,5 миллиона баррелей в сутки. То есть объем падения очень большой. Саудовская Аравия также сократила свою добычу. Прекратил добычу, не прекратил, сократил добычу Кувейт, снизилась добыча в Омане, в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответственно, мир потерял около 10 миллионов баррелей в сутки, а может быть и больше. И, соответственно, чтобы вернуть эти объемы обратно, нужно еще постараться. Да, безусловно, есть какой-то объем нефти на танкерах, которые застряли в Ормузском проливе, а, как говорят, их там стоит сейчас около 400. Но, соответственно, когда-то они оттуда выйдут, уйдут и сольются, что называется, ну, как бы весь свой груз распродадут. Но, опять же, дальше надо восстанавливать добычу, а далеко не все страны могут вернуться обратно к тем уровням добычи, которые были до войны, хотя бы потому, что многое из того, что находится в регионе, ну, фактически разрушено. Ну, вот вспомним кувейтские НПЗ, которые очень сильно пострадали и прекратили работу.
Саудовский завод в Рас-Лафане, который очень сильно пострадал и частично прекратил работу. Опять же, Иран практически вынес НПЗ в Бахрейне, причем это важно не только для самой страны, но и, напомню, на Бахрейн базировался американский военный флот. То есть, соответственно, ну, чтобы не завозить топливо издалека, он в том числе рассчитывал на переработку на этом заводе, ну и покупки флотского мазута или другого необходимого топлива внутри страны. Соответственно, сложности будут очень большие с восстановлением этого самого потока нефтедолларов. Ну, вообще, в принципе, с нефтедолларами возникнут определенные сложности, потому что дело в том, что раньше нефть закупалась прежде всего за доллары, а сейчас наступил полный провал, собственно, с закупкой нефти на Ближнем Востоке как за местную валюту, так и за доллары. Многие расчеты сейчас между странами идут в национальных валютах. Кстати, что интересно, Иран объявил о том, что он готов пропускать суда через Ормузский пролив за оплату, эквивалентную $2 миллионам, но получать эти деньги он хотел бы в юанях. Поэтому, в принципе, нефтедоллар начинает потихонечку расшатываться, как вот эта вот опорная валюта для торговли нефтью. И, опять же, странам Ближнего Востока придется восстанавливать свой разрушенный потенциал, возвращать обратно добычу с точки зрения производства, а также с точки зрения поставок, потому что сейчас те страны, которые раньше ориентировались на поставки с Ближнего Востока, они вынуждены искать другие источники нефти, и, соответственно, например, ими становятся в том числе и российские поставки, которые благодаря ситуации получили некое послабление со стороны США и с точки зрения санкций и расширили для себя возможность поставок на новые рынки. Как долго это продлится, это действительно вопрос, потому что Россия в данном случае сталкивается в том числе и с транспортной проблемой из-за ударов, которые наносятся по нашей экспортной инфраструктуре на северо-западе, на Черном море, ну и плюс ко всему регулярные захваты российских танкеров или танкеров с российской нефтью на Балтике. Поэтому выгоды, безусловно, от этой ситуации есть, но смущает несколько то, что мы используем вот эти ситуативные выгоды, пока нам разрешают увеличить поставки. А что будет, когда ситуация вернется в нормальное русло, ну, нормальное я имею в виду для мирового нефтяного рынка, и нам скажут, ну что ж, вы помогли рынку, спасибо большое, но больше в ваших услугах мы не нуждаемся. И, в принципе, эта тенденция заметна, потому что, исходя из того, как, из какой силы, с какой периодичностью бьют по нашей экспортной инфраструктуре, основная, в том числе, задача происходящего – это не только найти нефть, насытить ее рынок и постараться сделать так, чтобы она не вылезла за пределы, ну, понятно, $100 мы уже прошли, постепенно приближаемся к 120, ну, соответственно, чтобы она хотя бы не уехала в пределы 200. А другое дело, что несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и дефицит энергоресурсов, западные страны предпринимают все усилия для того, чтобы на этом ценовом празднике нефти и жизни, и газа и так далее Россия не смогла заработать ничего. Владимир, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на каналы в Макс Геоэнергетика, подписывайтесь на канал в Макс Нефть и Капитал, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы и дальше также бодро вещать на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.